Всем привет! Китайский смартфоностроитель Vivo официально зашел на украинский рынок. Если вы не в курсе, у себя дома он входит в топ-3 производителей. Комфи Vivo привезут сразу 12 вариантов, и в основном они высадятся в бюджетный сегмент. Так что в очередной раз он оживится. Может, кого-то подвинет более интересными функциями и ценой. Для юзеров это всегда отлично. Но для начала я хочу поговорить не о смартфонах, а о самой компании, так как у нас о ней мало что известно. Хотя не только у нас. Ее историю как будто клеймили грифом «секретно», но я все равно нашла, где и как она началась и чем отличается от других компаний. Обычно, когда я хочу рассказать историю крупной компании и начинаю серфить, то Google выдает мне кучу интересных фактов, слухов и сплетен. Бывает этого добра так много, что приходится часами отсеивать всякие фантазии и мусор, чтобы найти что-то действительно стоящее. С Vivo же все наоборот. В сети о ней вообще ничего нет. Вот совсем. Ни на одном языке и ни в одном поисковике. Единственное, что лежит на поверхности, это то, что она основана человеком по имени Шэнь Вэй в 2009 году и принадлежит BBK Electronics, одному из крупнейших производителей бытовой электроники Китая. Как бы и все. Хотя оно и понятно. Если бренд создается крупной компанией, то какую историю ты хочешь увидеть? Дали денег, назначили SEO, и потихоньку Vivo начала расти, разрабатывать и запускать свое производство. Но только нюанс. Появилась бы вообще эта компания, если бы не основатель BBK. Вот его историю я и хочу рассказать. Человека, без которого не было бы ни Oppo, ни OnePlus, ни, конечно же, Vivo. Все эти компании так или иначе относятся к BBK, и они просто топ-вендоры Китая, хотя известны и за его пределами. Тот же OnePlus завоевал любовь чуть ли не всех ютуберов Рунета из Запада. Итак, самое прямое отношение к рождению Vivo имеет Дуань Юнпин. Его человеком публично назвать сложно, и известно о нем мало. Но пара немногословных интервью все-таки проливают свет на то, как он, будучи простым парнем, создал империю и получил прозвище «крестный отец» индустрии смартфонов Китая. Родился он в марте 1961 года в семье обычных кровей на юго-востоке Китая. В 17 лет поступил в университет по специальности инженер беспроводной электроники, а после продолжил обучение и получил еще и степень магистра экономики. Получив знания, он немного попробовал себя в роли учителя, но, видимо, решил, что не его, и пошел в инженеры на одно увядающее пекинское предприятие. Дуань очень быстро стартовал вверх по карьерной лестнице и вскоре стал его генеральным директором. Ему не только удалось поднять бизнес с колен, но и расшириться. Дуань создает отдельное подразделение, состоящее всего из 20 человек. У них есть скромный бюджет – 2 миллиона юаней долга и идея выпускать дешевые игровые приставки Сюбор – альтернативу тогдашней Nintendo. У небольшой команды все получилось. Сюбор быстро набирает популярность, и уже скоро ее рекламирует сам Джеки Чан. Когда у компании дела шли просто отлично, и она вышла на 150 миллионов долларов оборота, над Дуаном сгущаются тучи. Он пробует отделить Сюбор в отдельную компанию и получить там долю, как человек, поднявший ее на ноги. Но остальные причастные не позволяют. Происходит конфликт, и Дуань покидает компанию. Вот так. Но уже будучи человеком при деньгах, он не тянется к стакану и не летит на моря и океаны прожигать средства, а тут же создает всем нам известную BBK, которая впоследствии выстрелила в разы громче, чем все, что он делал до этого. Однако ко второй половине 2000-х у BBK падают продажи, и компания оказывается на грани распада. Будучи уже опытным руководителем и в том числе кризис-менеджером, Дуань вводит партнерскую программу, уменьшает свою долю акций с изначальных 70% до 17% и помогает своим протеже и ученикам создать 2 дочерние компании, которые в дальнейшем наладят состояние BBK. Одной из этих компаний стала Vivo, а ученика Дуаня зовут Шэнь Вэй, нынешнего SEO компании Vivo. Вот такая скрытая череда событий привела к созданию этой компании. С 2009 года Шэнь берет управление Vivo на себя, и уже в 2011 компания выпускает свой первый смартфон Vivo V1. Пускай и не особо интересная проба пера, тем не менее, многим она была по карману. Первым же смартфоном, о котором в 2012 году узнал весь мир, стал Vivo X1.
самый тонкий на тот момент аппарат – 6,55 мм. Кроме этого, он один из первых получил выделенный Hi-Fi аудиочип. Годом позже компания взяла рекорд, выпустив первый смартфон с 2К экраном. Для 2013-го разрешение 2560 на 1440 пикселей – это было очень мощно. В 2014-м Vivo снова дала о себе знать самым тонким смартфоном, только вдумайтесь, 4,75 мм, меньше половины сантиметра. Прикиньте сейчас линейкой или на пальцах, насколько это мало. При этом у него был 5,5-дюймовый Super AMOLED, Snapdragon 615 и аудиочип Yamaha. В этом же году появился крутой камерафон Vivo X-Shot с камерой на 13 мегапикселей и диафрагмой f1.8. Даже на наших просторах его до сих пор помнят. Сканер отпечатков под экраном. Какая же компания первая его реализовала? Правильно, Vivo. И тут китайцы были первыми. Сейчас же ее смартфоны все так же имеют все самые лучшие фишки. Тот же сканер под экраном, тройные камеры, фронталку, живущую внутри корпуса и так далее. При этом абсолютно не наглея в плане цены. Работая по таким принципам, компания Vivo на огромном рынке Китая сумела выбиться в тройку лидеров. А, например, в 2017-м отгрузила по миру больше полумиллиарда смартфонов, заняв 5-е место в глобальном рейтинге производителей, наряду с такими гигантами, как Samsung и Apple. Vivo обросла своими исследовательскими центрами, где разрабатывает новые технологии, имеет 4 собственных завода и продолжает набирать обороты. Теперь еще и в Украине, в Комфе. Все это благодаря 2 грамотным руководителям, один из которых дал правильный старт, а второй оказался хорошим учеником. Если у вас уже есть опыт использования смартфонов Vivo, делитесь впечатлениями, а также пишите, какие модели хотите побыстрее на обзор, постараемся исполнить. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на канал, жмите колокол и скоро увидимся еще. Да, и подписывайтесь еще на наш телеграм-канал. Фан, новости, мемы, там все есть. Пока!